Разработчики провели трансляцию «Час посланника 13». Сразу скажу, в этот раз разработчики в основном просто играли и общались с чатом. Гостем был Шелдон, которого величают президентом. Поэтому новой информации может и не очень много, зато куча живых инсайдов и прямых ответов из первых уст. Хей, йоу, с вами Xyler. Я все внимательно отсмотрел и выделил самое интересное. Усаживайтесь поудобней. Погнали! Первое. Анонсы и читерское признание. DevStream 15 состоится в эту пятницу в 22:30 по МСК, сразу после трансляции Варфика. Так как у Сары свадьба, на этот раз трансляцию будет вести Меган. За просмотр можно получить доступ к игре. Тема трансляции P15 обещает глубокое погружение в фидбэк по P14.5, темперы, добродетели, литы. И покажут расширенную рандомизацию оружия, которую начали с Орс 3. Шелдон хитро сказал, что специально завалил разработчиков Скотта и Стива вопросами по литам, чтобы они были вынуждены осветить эту тему на грядущем стриме. Видимо, это связано с неоднозначной реакцией игроков на этот ресурс. P15 надеются выпустить до Тенакона, а на самом девстриме будет крошечный тизер, остальное оставят на главное событие. Также Шелдон признался, что попросил разработчика Лэндона добавить ему на аккаунт второй редкий тотем и руну, потому что надоело фармить, но под давлением чата и Сары он публично удалил эти предметы на глазах у всех, воскликнув: «Теперь мой аккаунт полностью честный». Второе. Орст 3, огненный баскер и мультиплеер. Орст — это экспериментальная булава, которая не крафтится, а выпадает готовой, и эксперимент признали удачным. P15 появится так называемый Орст 4, Орст 5 и так далее. Понятно, что это шуточные названия, но суть ясна. Будут добавлены новые дроп оружия. Ключ баскера сейчас наносит арканический урон. Шелдон попросил Скотта сделать его огненным, и Скотт согласился. Видимо, скоро баскер начнет поджигать врагов. Что касается мультиплеера, уже можно играть вчетвером. Добавили в одном из хотфиксов. В будущем планируют реализовать матчмейкинг, как в Warframe. Третье. Вопрос-ответ. Когда появится трейдинг? Ответили: смотрите девстрим в пятницу. Появятся ли новые первозданные пакты? Шелдон ответил: Oh, yes, definitely. The next one is... Oh, no. Тут его перебили. Видимо, они должны появиться совсем скоро. Как разработка двух игр влияет на студию? Команды не конкурируют, а сотрудничают. Люди пробуют новые роли и делятся наработками. Стресса в 2 раза больше, но и удовольствия тоже. Что ж, в этот раз новостей действительно немного. Честно говоря, я ожидал больше конкретики от президента, но по факту мы получили признание в читерстве и перенаправление на девчик. На нем хотят рассказать о трейдинге, переработке литов, а также, возможно, о новых первозданных пактах. Как вам признание Шелдона? Какой бы первозданный пакт хотели увидеть в игре? А может, я что-то упустил и вы заметили? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся. Обязательно оставляй комментарий. Это помогает продвижению канала и личной мотивации делать полезные видео. С вами был Xyler. Удачи в фарме и до новых встреч.